феврале этого года я запустил правозащитный проект «Приемная», суть которого в том, чтобы предоставить осужденным по политическим мотивам россиянам бесплатного адвоката. Наша цель – дотянуться до как можно большего количества обвиненных и осужденных и предоставить им юридическую помощь. За более чем полгода через проект прошло 327 обращений. 63 человека получили подробную юридическую консультацию от адвоката. 27 кейсов приняли в работу, многие из дел уже закрыты с позитивным исходом. Сегодня мне хотелось бы рассказать о промежуточных результатах. Чего удалось добиться, какие кейсы есть, ну и снова расскажу о самом проекте, как он устроен и кому помогает. Чтобы получить помощь, достаточно просто написать. Все контакты есть на сайте по ссылке в описании. Проект работает именно с политическими уголовными делами. Административные проект не берет. Если человек подходит по этим критериям, проект находит и оплачивает ему адвоката. У нас есть целый пул специалистов в разных уголках России. Вообще мнение, будто адвокат не может помочь, если уже обвинили по политическому делу, такое мнение довольно распространено. Подкрепляется оно тем, что мы не слышим об оправдательных приговорах, они и правда крайне редки. Ну и слышим много всякой жести, которая происходит. Но если пообщаться с теми, кто знает, как оно все устроено, как ведутся такие процессы, то становится очевидно. Адвокат совершенно незаменим, что для обвиняемых, что для уже осужденных. Здесь не нужен какой-то отдельный специалист, и тем более совсем не нужен активист. Просто самый обычный коммерческий адвокат, который знает, как работает система, знает практику, понимает в документах. Этого более чем достаточно. Ведь большинство репрессий в России чисто бюрократические и идут по УПК, Уголовно-процессуальному кодексу. Это длинный процесс, и его часто можно оборвать прямо на этапе следствия. У нас был такой кейс еще в феврале. Мужчину хотели обвинить за оскорбление чувств верующих, а адвокат показал, что состава преступления нет. И до суда дело следствие решило не доводить. Или другой кейс. Девушка сделала пост о неадекватном СВОшнике в общественном месте. Следствие возбудилось, но с помощью адвоката дело опять же удалось закрыть до суда. Да, если обвиняют известного активиста или политика, или дело очень медийное, то мало что с этим можно сделать. Но в большинстве случаев обвиненные и политзаключенные – это никому неизвестные люди, о которых вы, возможно, читали в статьях «Медиазоны», если читаете их внимательно. Но о большинстве неизвестно вообще ничего. Просто районный мент открыл дело, чтобы получить палку. Районный прокурор хочет от этого дела побыстрее отделаться, а районный судья вообще не понимает, почему он должен кого-то упечь на несколько лет в тюрьму за пост в группе на 15 подписчиков. То, что обвиненные и осужденные неизвестны, играет им на руку. Сейчас шансы помочь с политическим уголовным делом тем выше, чем меньше гула об этом в инфополе. Поэтому публичных историй успеха с именами, конкретными деталями, а тем более с лицами, я здесь приводить не буду. И текст этого ролика мы дали вычитать адвокату, чтобы точно никому не навредить. Но на общую тенденцию, на обезличенные результаты тоже весьма интересно посмотреть. Самое большое количество дел в практике проекта – это дела о призывах к терроризму или его оправдании. Сейчас это такая народная политическая статья, по ней больше всего судят. В проекте есть 6 таких кейсов, и все в регионах. В одном случае удалось добиться замены срока в целых 6 лет штрафом в 200 тысяч рублей. В другом случае удалось существенно сократить срок. Кстати, было несколько кейсов со штрафом, где адвокаты добились для подзащитных рассрочки, чтобы те могли выплатить штрафы в несколько сотен тысяч рублей маленькими частями и постепенно. Например, штраф в 300 тысяч разделили на платежи в течение 5 лет по 5 тысяч ежемесячно. Что намного лучше единоразовой оплаты. С учетом инфляции, штраф за эти 5 лет неплохо так уменьшится. Штраф-то, в отличие от зарплат и пенсий, не индексируется. Я даже не говорю о том, что сокращение срока или замена реального срока условным или штрафом спасают людям жизни или сохраняют им здоровье. Несколько лет жизни, которые человек мог провести за решеткой, он проведет в кругу семьи. Второй по популярности случай – дискредитация вооруженных сил. Таких кейсов проект ведет 4. Еще 3 кейса по статье о распространении заведомо ложной информации российской армии. Все это обычные антивоенные посты. И тут опять же, все в регионах. В одном случае адвокат добился замены реального срока условным.
В другом – замена реального срока в 2 года штрафом в 200 тысяч. В третьем – прекращение дела в связи с истечением срока давности. Такое тоже не редкость. Адвокат иногда просто затягивает дело, насколько возможно, а потом суд это дело просто прекращает. Если речь, например, о преступлении небольшой тяжести, то там срок давности всего 2 года. Задача адвоката прежде всего наладить отношения с другой стороной и придумать стратегию, по которой человек сможет избежать тюрьмы. Но, конечно, позитивные исходы бывают далеко не всегда. Иногда адвокат просто ничего не может сделать, и такие кейсы тоже есть. Был, например, кейс, где человек уже сидел в тюрьме за поджог военкомата, и его дополнительно обвинили за разговоры на неположенные темы с сокамерниками. Со стороны может показаться, у заключенного и так есть длительный срок. Что же там ему еще пара лет? Но задача облегчить жизнь человеку. Заменить срок штрафом, если это возможно, или, если невозможно, то сократить его. Или освободить человека условно-досрочно, такие случаи тоже были. Если срок не сократить, можно навещать заключенного в колонии, обеспечить ему лучшие условия, помочь отстоять право на свидание и на переписку, обеспечить защиту в случае издевательств. Всем этим занимается адвокат, потому мы и хотим, чтобы он был у каждого, кто обвинен по политическому делу. Были и более позитивные случаи. Например, подзащитный сравнил Юнармию с Гитлер-Югенд. Такое сравнение, напрашивается. Если полистать фотографии с мероприятий этих организаций, то, многие сравнят. Так вот, человеку хотели вменить терроризм. Провели обыск. Но обошлось. Статью дали в итоге административную. И даже тогда удалось прекратить ее в связи с истечением срока давности. В другом случае удалось переквалифицировать уголовную статью в административную. А затем, опять же, закрыть дело из-за сроков давности. Кстати, был и кейс, связанный с донатами ФБК. Пенсионер когда-то пожертвовал 1800 рублей, и его обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа, совершенно неподъемную для региона и пожилого человека сумму. Адвокат добился рассрочки. Еще случай. Вы наверняка слышали про карательную психиатрию в России, которую часто применяют против граждан с оппозиционными настроениями. Такое принудительное лечение обычно подразумевает бесконечные унижения и пытки. При этом нет четкого срока, после которого человека отпустят. Адвокаты называют такой приговор потенциально бессрочным. И вот у адвоката нашего проекта получилось человека из психбольницы вытащить, где тот лежал аж с 22 года. Адвокат добился его перевода на амбулаторное лечение, то есть человек теперь живет у себя дома, обязан посещать психиатра лишь по месту жительства, а не лежать все время в больнице. Также один раз удалось добиться освобождения человека досрочно по медицинским показаниям. Посадили его за участие в экстремистском сообществе, а затем суды дважды отказывались освободить его, несмотря на ужасное состояние здоровья. Теперь он на свободе и может лечиться. Я это все рассказал не просто, чтобы показать, что проект «Приемная» работает, а чтобы показать, насколько необходим адвокат. Даже если вас уже осудили, даже если у вас всего лишь штраф, даже если все на свете сказали вам, что адвокаты бесполезны. Суть проекта в том, чтобы предоставить адвоката бесплатно. Если вы вдруг знаете контакты человека, на которого заведено политическое уголовное дело, и который сидит без адвоката, или, может, кто-то из ваших знакомых знает, обязательно поспрашивайте и дайте им ссылку на сайт проекта «Приемная». Ссылка это в описании. Там есть вся информация и контакты. Касательно финансирования. Проект не публичный. Сами видите, что этот ролик — единственный отчет, который я могу дать, и в целом в нем нет никакой проверяемой информации. Потому что любая подобная информация может навредить. Поэтому средства на работу этого проекта и на оплату адвокатов я собираю, во-первых, достаточно крупными платежами, а во-вторых, с тех людей, кто достаточно мне доверяет, чтобы пожертвовать средства вот в тех условиях, которые есть. Если вы готовы профинансировать проект, напишите мне в Telegram или заполните анкету по ссылке в описании, я сам вам напишу. Так как все платежи я администрирую вручную, пишите, пожалуйста, только в том случае, если готовы отправить значительную сумму на эти цели. От $1000 и больше.